Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в комментариях к каждому видео. Посмотрите, пожалуйста, если не нашли мои личные контакты, пожалуйста, напишите комментарий под любым видео, я обязательно его увижу и, конечно же, вам отвечу. Спешу напомнить о том, что у меня есть личные расклады, я также делаю обряды, и мы делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска. За обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами и консультациями прошу обращаться ко мне в личку. У нас также есть второй закрытый канал на Бусти, слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может просто-напросто заблокировать. Благодарю всех тех подписчиков, которые уже с нами на закрытом канале, друзья. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Вы помогаете нам становиться лучше и расширяться, конечно же. Сегодня с нами карты «Иллюзиум снов и теней». Здравствуйте, карты. И поговорим мы с вами сегодня о замечательном актере, о Владиславе Галкине. Владислав Борисович Галкин прожил хоть и недолгую жизнь, но однозначно яркую, полную интересных ролей. Заменить его хоть и можно было на экране, но абсолютно невозможно в то же время. Невероятно харизматичный и талантливый актер задрал планку и запал зрителям в душу. Он играл роль, будто он жил. И покорил, конечно же, этим самым российское телевидение. 25 февраля 2010 года Владислава Галкина не стало. Его нашли мертвым в собственной квартире. Одни утверждают то, что актер разгубил алкоголь, а другие, что его убили. Кто же прав и что на самом деле случилось с Владом Галкиным, мы ответим не только на эти вопросы сегодня, но окунемся в жизнь Влада, чуть глубже узнаем, чем он жил, что привело к его смерти и какие обстоятельства смерти возникли. Здравствуйте, карты, еще раз. Сегодня мы говорим о Владиславе Галкине, об актере, который ушел так скоропостижно. Покажите мне, пожалуйста, характеристику личности Владислава Галкина. Сначала, как обычно, мы с вами раскроем его душу, характеристику личности, чем он жил, был ли он счастлив, а потом уже с вами узнаем обстоятельства смерти. Тем, кому не интересна характеристика личности, вы можете перемотать, там есть тайм-код, друзья мои. Кто не любит слушать долго, кто любит, пожалуйста, слушайте, я всегда рада. Характеристика личности Владислава Галкина. Каким человеком был Владислав Борисович Галкин? Карта королевы Пентаклей. Он очень сильно нуждался не только в женском внимании. Вы знаете, здесь не карта любовника, не карта человека, который нуждается в женском внимании, потому что он бабник. Да, у него было много женщин, вокруг него было много женщин, но он нуждался именно в теплоте, в любви, в заботе, в понимании. Понимаете, здесь вот королева Пентаклей, женщина любящая, сострадающая, понимающая. У нее на коленках сидит кот или рысь, вот что-то вот подобное. Он такой, как котенок, пытался прильнуть к женской груди. Не в том плане, в каком вы подумали, опять-таки, не в пошлом плане, а в том плане, что он очень хотел какой-то отдачи от женщины, но почему-то получал всегда не то. И вот он искал свою ту единственную, чтобы была именно его, понимаете? Вот найти своего человека в этом мире очень сложно. Мир огромный, вроде бы, выбирай не хочу, иллюзия выбора вот это, но здесь, конечно же, он выбирал по зову сердца. Полюбил он один раз в жизни, я вижу, что он такой однолюб. Все остальные были для него как, не то чтобы как игрушка, а вот просто ничего серьезного как будто бы, Хочу сказать, что это не он был несерьезен, а женщины к нему относились не совсем так, как вот должно было, как он хотел. И, конечно же, в этом никто не виноват. Ни он, ни она, ни та женщина, которая была с ним рядом, ни те женщины, Но вот он искал вот этой заботы, вот этой даже немножко, наверное, материнской какой-то теплоты, чтобы его действительно понимали, чтобы о нем заботились, чтобы его оберегали. Эта карта очень теплая, очень душевная. Королева Пентаклей – это карта человека, который не смог найти свою женщину в этой жизни. Вернее, он ее смог найти, он один раз полюбил, но почему-то не было той отдачи от нее, какую бы он хотел. Характеристика личности данного человека – это теплый, глубокий человек, чересчур романтизирующий этот мир. Несмотря на то, что у него были такие суровые черты лица, он чересчур романтизировал женщин, этот мир, он хотел вот полной отдачи, но таковую не получал. Один раз он полностью отдал себя женщине, я так понимаю, вот Дарье Михайлове, последней его супруге, его вдове, но почему-то не получил вот этой отдачи. Карта теплоты, карта уюта, карта домашнего очага. Он хотел-то всего-навсего просто понимания. Это человек, который нуждался в этом всю свою жизнь, и всю свою жизнь печалился из-за этого. Всю свою жизнь перебирал у себя в голове, что он сделал не так. Вот такая характеристика личности королевы Пентаклей. Слава богу, здесь не просто женщина, но еще и кот, поэтому мы можем назвать Владислава Галкина не то, что он женственен, то, что женщина вышла на карте, а
то, что здесь вышел кот, и вот он как раз является тем котом, не мартовским котом, заметьте, не тем котом, который любит погулять, а тем котом, который ищет в своей жизни ту единственную, которой он бы мог прислониться своей головой к ее груди. Вот такая характеристика личности Владислава Галкина. Очень теплая карта, но, к сожалению, не получила он отдачи в своей жизни от женщины, да. Следующий вопрос. Сильные и слабые стороны Владислава Галкина. Тоже такой популярный вопрос в моих раскладах на личность. Да, он появился не так давно. Очень хорошо также выражает характеристику личности. Мы дополняем как бы характеристику личности, да, потому что по одной карте сказать очень сложно всегда. Сильные и слабые стороны Владислава Галкина. У всех у нас есть сильные стороны, как я уже говорила не раз. У всех есть, конечно же, слабые. Слабые – это в основном наши страхи. Страхи нас поедают, часто жирают даже, да. Сильные и слабые стороны Владислава Галкина. Его сильные стороны и его слабые стороны. Сильные стороны Владислава Галкина. Карта суд. Карта суд – это карта человека, который может вот взять и разрубить все. Вот здесь девушка стоит на доме, и дом для нее больше не является ключевой фигурой в жизни, скажем так, да, девушка хочет выпорхнуть из родного дома. Очень самостоятельная личность Владислав Галкин. Здесь говорится про самостоятельную личность, про то, что я все могу сам, я все сделаю для себя сам, я заработаю денег. Человек никогда ни под кого не подстраивается, он делает так, как ему удобно, как ему выгодно. Ну и, конечно же, не забывает про тех людей, которые рядом, про родных, про близких людей, да. Очень думающий человек, очень самостоятельный. Это его сильная сторона, да, я все готов решить и сделать сам, выпорхнуть быстренько из родового гнезда, из дома и все начать с изного, да, чтобы мне никто не помогал, мне помощь не нужна, говорит как бы он, да, я могу все сделать сам. Опять-таки, карта почему-то очень печальная. Карта суд, карта либо человека, который хочет совершить суицид, но здесь не об этом, друзья мои, забегая вперед, да, говорю, здесь о том, что я все сам, но мне так нужна поддержка. Опять вот от этой карты вот прямо веет вот этой грустью. Но почему у меня нет поддержки? Опять женская, да, здесь фигура у нас на карте. Его слабые стороны. Вот, знаете, интересно, люблю карты, обожаю карты, поэтому я ими занимаюсь, да, поэтому я занимаюсь все тем, что связано с картами. Пятерка кубков. Его слабая сторона – это женщина, которая его всегда ждет у родного дома, у очага, женщина, которая его любит, женщина, которая всегда ему позвонит. Здесь женщина печалится, ну куда же ты уехал, мой родной? Здесь такая осоль, только в осоль были алые паруса, здесь белые паруса, да. Когда же ты приедешь ко мне, когда же ты ко мне прилетишь, когда же ты меня навестишь? Вот его слабая сторона, опять-таки, женская фигура, да, почему вот он менял женщин? Вы скажете некоторые, что бабник, да, но почему так однозначно? Все не так однозначно на самом деле в жизни, да, когда человек ищет своего человека, он перебирает, как бы это грубо ни звучало. Его слабая сторона в том, что не было у него той женщины, которая вот ждала бы с распростертыми объятиями, с кроваем, грубо говоря, на руках, да, и говорила, вот, мой дорогой, приезжай, дома чисто, дома тепло, уютно, светло, я тебя сейчас выслушаю, я обниму, я тебе покушать наложу, да, и так далее. Вот его слабая сторона выражается как раз в этом. Он не мог без женщины, которая бы его любила, которая бы его не просто хотела как мужчину, а которая бы все вот для него, да, не было в его жизни этой женщины. Вот его слабая сторона как раз-таки выражалась в этом. От этого депрессия, от этого апатия, от этого грусть, тоска и все остальное, все, что выливается как снежный ком в какую-то субстанцию, да, непонятную в жизни. Вот такие сильные и слабые стороны Владислава Галкина. Главные страхи в жизни Владислава Галкина, чего он боялся в жизни больше всего. Интересно, что вот расклад на одного человека или на одну ситуацию, карты разные, а выходит все то же самое. Я не перестаю удивляться картам Таро, насколько они сильным и мощным инструментом являются. Главные страхи в жизни, чего Владислав Галкин боялся в жизни больше всего. Чего ты, Влад, боялся в жизни больше всего? Скажи нам. Твои самые главные страхи в жизни, чего боялся больше всего. Мы пока по одной карте вытягиваем, чтобы это не продлилось надолго, да, чтобы расклад у нас был не такой длинный. Я знаю, что вы любите все-таки расклады покороче, поэтому вот по одной карте пока, потом уже с вами разберем его убийство. Вот даже вот приходит на ум, да, что он не сам умер, а убийство все-таки. Почему-то у меня вот это в голове сидит. Главные страхи в жизни Владислава Галкина, чего боялся больше всего. Давайте все-таки еще 3 карты, к чему обмана, да, обмана, неверности же опять. Вот посмотрите, вот главное, сам перебирал, да, женщин, но вот боялся женской неверности. Интересно, как. Я сейчас не осуждаю его, почему-то вот
Да не почему-то даже, а есть на свете такие люди, почему-то это, наверное, странно, странный вопрос. Есть на свете такие люди, которые вот сами вроде перебирают, сами ищут, но боятся очень сильно женской неверности. И чтобы женщина не изменила попервой, сама первая, он изменяет ей быстрее, чем она ему, понимаете? Вот здесь вот карта нежелательной беременности, Луна, да, карта сокрытия чего-то, карта хитрости, карта кот. И карта семерка кубков говорит о розовых очках. Такая женщина, которая вот, ну, направо побежит, налево побежит с двумя зайцами, погонится, ни одного не поймает. Знаете, такая девушка, не загадка, хочется сказать, а девушка легкомысленная. И опять женщина, да? Ну вот кроме кота все женщины выходят. Обратите внимание, что не вышло еще ни одного мужчины. Здесь, знаете, да, я изменяю, потому что боюсь, что ты мне первый изменишь, как бы это странно ни звучало. Вот он боялся женской неверности, он боялся, что опять про женщин, да, все про женщин, весь расклад про женщин. Боюсь женской неверности, поэтому вижу, что она ко мне как-то не так относится, иду первый. Изменяет. Вот так вот. Изменяю не потому, что хочу и желаю другую женщину, а потому что вот боюсь, что ты мне будешь неверна. И расстаюсь с тобой потом так же, да. Карты, конечно, есть какие-то психологические расстройства, да, у нас у всех они есть, на самом деле, хочу сказать. Все идет с детства, и вот здесь вот с детства, с юности какая-то такая вот идея X, что она мне, идея фикс, простите, X говорю, что она мне изменит, я ей изменю вот попервой, да, чтобы она мне не изменяла. Интересно. Здесь есть, конечно, есть над чем поработать, да, психологу. Был ли Владислав Галкин по-настоящему счастлив? Давайте посмотрим, в чем заключалось его счастье. Был ли Владислав Борисович Галкин по-настоящему счастлив? Вы, наверное, знаете, да, то, что Борис Галкин – это не его настоящий отец. Ну, как бы он вел себя как настоящий отец, я очень уважаю их отношения, поэтому называю его Борисович, да, все-таки я считаю, что его отец – это Борис Галкин. Не тот, кто родил, не тот, кто сделал человека, да, а тот, кто поставил его на ноги, является отцом и является матерью. Был ли Владислав Галкин по-настоящему счастлив? В чем заключалось его счастье? Был ли Владислав Галкин по-настоящему счастлив? В чем заключалось его счастье? Одни женщины, обратите внимание, у нас ни одного еще пока мужчины, но вот единственный, да, карта влюбленная. Так интересно здесь. Человек, я не могу сказать, что он инфантилен был, могу сказать, что он такой большой ребенок, а это ничего страшного, понимаете? Вот есть инфантильный человек, который относится ко всему так, с легкостью, да, а есть человек-ребенок, но человек во взрослом теле, но человек прекрасно все осознает и понимает. Инфантильный человек не осознает и не понимает очень многих вещей. Здесь человек, обладающий критическим мышлением, однако в чем заключалось его счастье, был ли он по-настоящему счастлив? Не могу сказать, что он был по-настоящему счастлив. У каждого, опять-таки, понятие счастья – это растяжимо, это свое счастье, да? Но здесь так интересно счастье в интимной близости, да? И после этой интимной близости он как-то очень сильно к женщине прикипал. Вот есть такие мужчины, которые вот после интимной близости расстаются сразу с женщиной, а есть, которые наоборот прилипают, понимаете, как рыбка прилипала такая, все, мне с тобой понравилось, мне с тобой хорошо, давай дальше строить. И вот ему именно нужно было на первом, на втором свидании, на третьем, там, я не знаю, через неделю, вот нужно было именно обладать женщиной для того, чтобы узнать, моя, не моя, а вдруг у нас что-то серьезное получится, да, и здесь он утопал в любви, утопал в каких-то грезах, в каких-то мечтах именно после интимной близости. Карта дьявол указывает сердечком на чакру Свадхистана. Свадхистана – это половая чакра, все, что касается секса, половой близости, да, интимной сферы, каких-то половых болезней и так далее. Но здесь не про болезни речь, здесь про то, что я вот с тобой сливаюсь воедино, влюбляюсь в тебя. Все, я лечу, я в пространстве, бабочки летают вокруг меня, да, ты моя жрица. Жрица – тайная женщина, либо любовница какая-то, да, либо женщина, которая покорила мужчину. И все мои сны, все мои думки только о тебе по карте суд, да. Карта суд здесь какие-то сновидения, какие-то мысли. Я чувствую, что ты моя женщина, да, здесь карта интуиции еще. Карта одурманивания, потому что девочка здесь держит цветок мак. И я думаю, что у нас что-то может получиться. Семерка пентаклей, дерево растет из девушки, да? Я думаю, что у нас что-то может получиться. Обычно так, вот знаете, обычно так не мужчины думают после интимной близости, обычно так женщина думает после интимной близости. Я с тобой как бы
произошел у нас половой акт, я надеюсь, YouTube не заблокирует, да, меня, и произошло соитие, и все, я думала, что у нас что-то большее получится, точно так же думал он. Его счастье заключалось в каждой новой женщине, а вдруг она, а вдруг вот это, понимаете, и здесь дело совсем не в том, что он бабник и изменник, можно называть как угодно, но здесь дело гораздо более глубже, да, заходит, и вот его чувства, они пылали огнем, когда он совокуплялся с женщиной, с той или иной, когда он понимал, что это не та женщина в его жизни, которая его поддержит, поймет, приголубит, приласкает, приготовит ему обед, в конце концов. Он из жизни этой женщины исчезал самостоятельно, пока она из его жизни не исчезла, потому что он считал, что предать меня вот нельзя, а вот я вот могу уйти. Ни хорошо, ни плохо, вот такой вот человек просто был, да. Следующий вопрос у нас. Действительно ли Владислав Галкин много употреблял алкоголя, алкогольных напитков? Действительно ли и причина употребления, да, если действительно правда? Потому что говорить можно все, что угодно после смерти человека. Человек не встанет, да, из гроба и не скажет, нет, это было не так. Поэтому давайте узнаем, действительно ли Владислав Галкин много употреблял алкогольных напитков. Действительно ли Владислав Борисович Галкин много употреблял алкогольных напитков и причины его употребления этих алкогольных напитков, потому что, знаете, причина может быть абсолютно разная, просто так люди не пьют много, да, действительно ли Владислав Галкин много употреблял алкогольных напитков и почему? Проблемы были с сердцем какие-то, да, действительно, да, это правда, и все опять... Ищите женщину, хочется сказать, шершеляфам, да? Все опять из-за женщин, опять женские фигуры. Посмотрите, вот, я не вижу ни одной мужской карты, да? Он как будто бы не то, что себя не чувствовал мужчиной, а у него такие мысли, вот как у женщин обычно бывают, да? Вот женщины немножко так бывают поверхностные в каком-то плане, да? И вот у него почему-то вот эти мысли тоже, как у женщин. Во-первых, было что-то с сердцем, действительно было что-то с кровообращением, проблемы сердечно-сосудистого характера, но это не значит, что он умирает от сердечной какой-то болезни, да? Я сейчас не на это намекаю, скажем так. Просто мне показали, что действительно он употреблял, из-за этого у него были тахикардия, могла быть аритмия, да, сердечно-сосудистые заболевания какого-то, пусть не мелкого характера, да, но вот начиналось вот только-только, какие-то начинались проблемы с сердцем. Время уходит, а я так и не нашел ту любимую, ту самую желанную, ту самую единственную, которая проживет со мной в мире и в согласии всю жизнь. Я как-то распыляюсь. Вот он к концу своей жизни думал о том, что он распыляется много, да, а тройка кубков – это много женщин, много партнерш, много потенциальных невест, но ни одной нормальной, хотя он был женат на то время, да, у него все равно, вот мне кажется, он был женат, все равно как будто бы у него был кто-то, даже несмотря на то, что вот говорят, что он Дарью очень любил, у него кто-то был, потому что Дарья его вот ощущение такое, что тоже не понимала, ну а зачем тогда, если тебя женщина понимает, уходить к другой налево, да, если все устраивает, тут были какие-то тоже приключения у него, карта вожделения, кого-то опять захотел, кому-то опять пошел, да, ну так вот, в чем суть, причина употребления алкоголя, то, что я за свою жизнь не нашел того человека, с кем бы я мог построить этот мир вокруг себя, да, вот мир, чтобы все было хорошо, чтобы все было в согласии, родить ребенка, вырастить дерево, да, и вырастить ребенка, посадить дерево и так далее. И вот он очень из-за этого печалился. Время мое уходит, 8 жезлов. Проблемы с кровообращением, с сердцем из-за того, что употребляет. Опять какая-то новая женщина, да, несмотря на то, что был в браке к концу жизни. И меня это не устраивает, говорит он. У меня какая-то депрессия на этот счет, да. Я не могу мир в своей голове построить, мир в своей душе. Я не могу сам с собой договориться. Вот это противоречие со своим собственным подсознанием, оно его привело к тому, что он действительно много употреблял и действительно он не был доволен собой и своей жизнью, скажем так, да, и опять женщина здесь. Женщина, он не винил женщин вокруг себя, он винил сам себя, да, то, что он не может наладить контакты и построить отношения с какой-то одной единственной. Следующий вопрос. Принимал ли Владислав Галкин какие-либо другие вещества наркотического характера? Возможно, он принимал какие-то психотропные препараты, антидепрессанты. И пил ли он в день своей смерти? Мы сейчас подходим плавно ко дню его смерти, друзья мои. Действительно ли Владислав Галкин употреблял алкоголь в день своей смерти и принимал ли он какие-либо другие вещества? Действительно ли Владислав Галкин употреблял некие алкогольные вещества в день своей смерти?
И принимал ли он вещества наркотического характера, возможно, какие-то препараты, антидепрессанты. По одной карте посмотрим, видно будет. Дальше, может быть, выложим еще. Принимал ли он алкогольные напитки в день своей смерти? Да, улетел куда-то, да? Так сильно выпил, нормально выпил шестерка мечей и улетел в далекие края, хочется сказать. Улетел, уплыл. Да, принимал, однозначно принимал. Принимал ли какие-либо наркотические вещества вообще в жизни, да? Ну, скорее всего, да. В жизни было, может быть, все-таки взрослый человек был. Ну, а вообще принимал ли, увлекался ли он ими так, чтобы ему было вот плохо? Наркотические какие-то. Было тоже дело. Было, но такое что-то мелкое. Знаете, как травка. Не было такого, что героин, еще что-то. Ну, таких вещей не было, конечно, да. Что-то такое мелкое покурить, чтобы забыться, скажем так, да. Паш Пентакли говорит о чем-то мелком. И чтобы, знаете, забыться. Карта инфантильности такой, чтобы ничего не тревожило. Принимал ли какие-то антидепрессанты, седативные какие-то препараты, психотропные препараты, возможно? Было дело. И здесь дело все-таки не в антидепрессантах, а в каких-то психотропных препаратах, которые очень сильно давили, да, на его мозг, на его разум, и, возможно, принимал даже с алкогольными напитками вместе. Здесь говорится о чем-то двойном, да, вместе мешал, как коктейль мешают, знаете. Следующий вопрос. Подбираемся потихоньку к главным вопросам. Да? Почему Владислав Галкин так часто играл военных сотрудников органов внутренних дел? Почему Владислав Галкин так часто играл военных сотрудников органов внутренних дел? Вот интересно, вот как не посмотришь на его роли, там практически везде, ну, кроме дальнобойщика, да, вроде как, там практически везде он играл милицейских, да, сотрудников милиции. И военных. Для чего? Почему? Ему же кто-то давал эти роли, может быть, он сам на них соглашался. Ну вот цель какая была, да, что Владислав Галкин играет именно военных, красивых, здоровенных, хочется сказать. Какая цель? Обман какой-то. Саморазрушение. Привлечение внимания. Какой-то обман. Сокрытие, привлечение внимания. Ну да, здесь обман для не то, что со стороны Владислава Галкина, здесь обман со стороны, все-таки я вижу кого-то выше, да, запудрить людям мозги, скажем так, да, может для того, чтобы вот люди, глядя на Владислава Галкина, да, на такого замечательного человека, такого замечательного актера, они думали о том, что вот вся милиция такая доблестная, все военные такие замечательные, хорошие. Карта закрыть глаза, завесить пелену на глаза, да, карта обмана, отшельника, ворона, обмануть как-то, да, саморазрушение карты как-то притянуть поближе зрителя вот этой умеренность и уверенность, хочется сказать, которая шла от Владислава Галкина, что он человек такой действительно настоящий мужчина, хороший человек, да, который готов защищать свою родину. Насколько я знаю, по-моему, Владислав не служил даже. Но дело тут не в этом. Дело тут в том, чтобы вот привлечь внимание зрителя и закрыть, зашорить ему глаза, то, что милиция не всегда бывает доблестной, да, военные не всегда замечательные люди. Но вот как-то через призму вот именно Владислава Галкина люди думали о том, что действительно все у нас в России хорошо, люди у нас такие замечательные, милиция у нас такая доблестная и так далее. Здесь все-таки кто-то выше, берите выше, да. Тут не Владислав Галкин обманывал зрителя, Владислав Галкин просто соглашался, потому что он действительно так думал, да, про органы внутренних дел, про органы власти и так далее. Но здесь вот для того, чтобы зашорить, для того, чтобы обмануть как-то человечество, зашорить глаза какой-то пеленой. Не просто так он играл, именно он играл, да, потому что у него такое русское светлое лицо, действительно такой гражданин Российской Федерации, да, который готов защищать народ, ну вот и для этого он как раз-таки играл, да, такие роли. Погиб ли Владислав Галкин именно с 24 на 25 февраля 2010 года, 25 его нашли, 27-го его вроде бы нашли, да, если не ошибаюсь, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. 27-го его нашли и говорили о том, что он погиб якобы 25-го, поэтому написали и записали то, что 25-го он погиб, да. Погиб ли он именно 25-го, раньше, позже? Интересно просто. Потому что я не до конца верю, что Владислав Галкин погиб именно в этот день, который указали, и вообще хранили ли его на самом деле.
Я знаю, что он погиб, потому что у меня есть расклад на закрытом канале про Андрея Панина. Они очень связаны. Если вы есть на закрытом канале, посмотрите. Там чуть-чуть есть про Владислава Галкина. Сейчас мы уточним. Знаю точно, что Владислав погиб, и это 100%. Но когда погиб? Это же тоже важно, понимаете? Если это была инсценировка изначально, то для чего она была? А погиб ли Владислав Галкин 25 февраля 2010 года? Погиб ли он раньше 25 февраля? Погиб ли он позже 25 февраля? Когда погиб Владислав Галкин на самом деле? Были очень странные похороны у него. Вы знаете, наверное, да? Погиб ли он 25 февраля? Вот эта карта. Нет, неправда, карта иллюзии. Погиб ли он раньше? Нет. Погиб ли он позже? Договорняк какой-то, да? Во-первых, Владислава Галкина не хоронили 27 февраля. Удивительно, наверное, но факт. Туз мечей говорит о воздушных замках построенных, да? И это неправда. Воздушные замки построены для того, чтобы взбудоражить население, для того, чтобы подготовить людей к тому, что Владислав Галкин на самом деле погиб. Умирать он не должен был. Его готовили к чему-то, друзья мои, карта дьявола. Готовили к чему-то. Поэтому ни 25 февраля, ни ранее 25 февраля он не умирал. То есть он не погиб. То, что пил в день своей смерти, да, пил. Но смерть была не 25-го и не раньше. Смерть была позже 25 февраля. Я могу здесь сказать, что здесь договорняк с кем-то, да? По двойке пентаклей. И Владислав, естественно, об этом договорнике знал. Опять-таки, я не хочу ничего плохого сказать, да, про актера. Я просто хочу сказать, что это договорняк. Владислав не должен был погибнуть, но погибнул. Из-за чего? Сейчас посмотрим. То есть, хоронили не Владислава Галкина, хоронили не Владислава Галкина, хоронили на всю страну не Владислава Галкина, получается. Хоронили на всю страну не Владислава Галкина. Когда вся страна об этом узнала, да, о том, что погиб Владислав Галкин. Хоронили в этот день не Владислава Галкина на всю страну. Два отшельника. Нет, конечно, друзья мои. Заново рожденный, повешенный. Рассказываю историю, друзья мои, интересную такую, да. Во-первых, день похорон Владислава Галкина хранили не его. Сейчас узнаем, кого, конечно. Может быть, это была кукла, муляж какой-то и так далее, да. Королева кубков красиво поют. Королева кубков красивая женщина. Красиво заливают, хочется сказать. Заливают, да. Красиво заливают людям в уши. Красиво заливают людям в уши. Что-то говорят, а люди в это верят. Люди такие печальные. Ох, Владислав Галкин погиб. Семерка мечей. Люди в это верят. Да, Владислав Галкин действительно погиб. Сейчас. Уже. Но не в тот день, в который его хоронили. Два отшельника. Куда-то ушел, куда-то спрятали. Карта повешенного. Заново рожденный человек. Человека нет, и человека можно спрятать, что-то из него новое слепить. Его к чему-то готовили. Люди свыше. Берите выше. Это не актеры, не артисты. Догадайтесь, кто, да? Называется. Королева кубков красиво заливают, людям в уши льют. Два отшельника. Владислава хотели спрятать. И что-то новое из него слепить. Инсценировка была похорон. Ну, вернее, похороны-то были настоящие. Инсценировка смерти была, да? Именно вот в тот день, когда его якобы нашли в доме. Итак, друзья, следующий вопрос. Понятно, что это была инсценировка похорон. Ну, похороны были настоящие, инсценировка смерти, да? Хорошо. А кто тогда лежал в гробу вместо Владислава Галкина? Очень странно там было, да? Мероприятие, скажем так. Пускали только самых родных и близких к гробу, подпускали. Людей, насколько я поняла, не подпускали. Поклонников артиста, да? Актера. Кто лежал в гробу вместо Владислава Галкина? Кто лежал в гробу, когда была инсценировка смерти вместо Владислава Галкина? Кто лежал в гробу? Кот лежал. Кот в мешке, да? Карта хитрости. Сам себя сгубил, подпалил, уже больше не вернуть. Туз мечей. Карта воздушных замков. Карта хитрости. Карта сокрытия, пожалуйста, да? Ох, друзья мои, тут, похоже, два слона, да? Карта мудрости, карта хитрости,
кот, карта мудрости, карта хитрости, карта обмана, сокрытия чего-то, сделали это вместе, карта подпалил сам себя, да. Тут о чем речь, друзья мои? Тут либо действительно был человек, я тут не вижу куклу, я тут вижу другого человека, которого якобы убили за место Владислава Галкина. Здесь человека как подложили, куклу я здесь не вижу, подложили кота в мешке. Эта кукла, возможно, похожая, вернее, человек, похожий на Владислава Галкина, которого убили, ну и положили в гроб вместо Владислава. Владислава убили, это 100%. Я уже знаю об этом. Я, конечно, перед вами еще сделаю расклад, да, но Владислава убили, но не в этот день. И похороны были не его, друзья, его сохранили очень по-хитрому, очень скрытно, никто вообще не видел этого, да, никто об этом не знает. Хорошо, давайте посмотрим. Владислава убили, это было самоубийство, или он умер от алкоголя, возможно, да. Хотя я уже знаю, кто и что сделал с Владиславом Галкиным. Владислава Галкина убили. Владислава Галкина убили. И кто убил? Давайте не будем даже про алкоголь, это все бред собачий. Владислава Галкина убили. Еще раз, да, кто не понял, инсценировка смерти была изначально, но потом его действительно убили. Его к чему-то готовили, его убили потом. К чему-то выше готовили, чем фильма, да, просто. Что-то как-то поменялось в нем, как будто бы, как заново родился. Владислава Галкина убили. Слушает чужое мнение, держит его в плену, держит как в какой-то комнате, как в клетке в какой-то, да, никому не показывают. Его убили потом, карта мимикрии, спрятали. Спрятали, он хочет уйти. Два отшельника опять хочет уйти от тех людей. Да, друзья мои, чистую невинную душу. Рассказываю. Просто очень сложно такое, очень сложно говорить. Рассказываю первые карты. Итак, чтобы вы понимали, да, Владислава Галкина убили, да, убили. Сейчас расскажу, как я это вижу. Слушает других людей. Владислав слушает других людей. Идет с ними, его где-то прячут. Карта мимикрии, карта сокрытия человека. Позже, после того, что он узнает, он хочет уйти. Он не знал точно, к чему его готовят. Он знал, что его к чему-то готовят, но не знал точно, к чему он хочет уйти. Он отказывается от этого мероприятия. Я не хочу в этом участвовать. Приходится его убивать. Человек думает, блин, сколько стараний на смарку, придется тебя все утопить, убить. Пятерка мечей, да? Ну, тут не то, чтобы способ убийства утопить человека, да, а тут вот просто тебя приходится убить. Карта обмана, карта лжи опять, да? Что-то они ему сказали, к чему они его готовят. К чему-то его готовили некие люди. Тут либо спецслужба, либо власть. Мы сейчас посмотрим, из какой сферы, да? К чему-то его готовили, и он не знал точно к чему. Сначала он согласился, послушал их, потом он отказался. Пришло письмо от кого-то, надо его убрать, да? Надо его убрать, надо, чтобы он затерялся в пространстве. Сначала он им подчинился, карта флирта, а потом чистого невинного человека убрали. Пожалуйста, всадник кубков. Карта убийства. Как убили? Причина убийства понятна, потому что он отказался от того, на что сначала согласился. Вернее, ему сказали об одном, а потом, когда ему сказали, что он должен делать, он отказался. Он сказал, ребят, я не буду, но его убили, потому что он уже знал некую информацию секретную, после чего его оставлять живым было невыгодно. Людям, спецслужбам, власти, неважно, да? Тут мы сейчас узнаем сферу. Следующий вопрос, друзья мои. Как убили Владислава Галкина? Как убили, кто убил, кто заказал, из какой сферы? Как убили Владислава Галкина? Как убили Владислава Галкина? Причина его смерти, да? Как убили Владислава Галкина? Как убили Владислава Галкина? Причина его смерти. Угу. Как убили? Причина его смерти. Мужчина убил. Двое их было. Трое даже мужчин. Трое мужчин, с кем он уже был знаком. Трое мужчин. Их было трое. Трое увезли его куда-то.
Сначала по воздуху, потом как, знаете, как выбросили тело. Его тела нет нигде, оно не захоронено нигде. Выбросили тело куда-то, море, океан, что-то. Сначала по воздуху, да, его как на самолете, потом выбросили куда-то в воду. 3 мужчин, с кем он был знаком раньше. Да, секрет. Карта секрета, мы никому не расскажем. Карта императора, какой-то главный человек, король Пентакли, 3 убивали. Но это не они заказчики. А кто заказал? Какая сфера? Тело в воду выбросили. Сначала по воздуху, потом в воду. Он не захоронен нигде. Есть его могила возле Андрея Панина, но вы можете посмотреть, почему возле Андрея Панина на моем закрытом канале. Там могила, либо она пустая, либо там похоронили вот этого человека, кто был чрезвычайно похож на Владислава Галкина, которого убили. Очень такой запутанный расклад получается. Хорошо. То есть Владислава Галкина нет в могиле, да? Он не похоронен на Троекуровском кладбище. Вдвоем. Рядышком те, кто связан. Но его нет. Сейчас объясню, друзья мои. Вы, наверное, не понимаете, о чем речь. Я просто понимаю, я даже не могу выразить словами. У меня на закрытом канале, еще раз говорю, да, если вы там есть, у меня есть расклад про Андрея Панина. То, что Андрей Панин на самом деле жив сейчас, да. Могила Андрея Панина пустая, могила Владислава Галкина пустая. Но Владислав Галкин умер, а Андрей Панин до сих пор жив. Это все пустое, это все домыслы. То, что его нет, и то, что он похоронен на Троекуровском кладбище, то, что Владислав, да, похоронен, его там нет в этой могиле. Но 2 могилы рядом, тех людей, которые связаны друг с другом чем-то. То есть Андрей Панин и Владислав Галкин связаны, их готовили для одной роли. Только Андрей Панин подошел, а Владислав Галкин начал что-то ерепениться, отказался, и все, его просто слили. Карта умеренности. Воду льет, в воду льют. Тело сбросили в воду, тела нет в могиле, нигде. Оно где-то в воде, где-то в море, где-то в океане, неважно, да, его увезли сначала на самолете, потом скинули в воду, его убили. Причина его смерти, его как утопили, да, то есть он был еще жив. Утопили. Как, вот, знаете, мне приходит в голову, вот как топит его, он как задыхается. Задыхается человек. Его утопили или как-то по-другому убили и сбросили тело потом. Его утопили. Да. Воду льют. Топит. Да, он в воде. Карта звезда. Он в воде, он задохнулся. Легкие. Его топят, его утопили в воде. Он был еще живой, друзья мои. Еще раз. Галкин не похоронен на Троекуровском кладбище. Была инсценировка его смерти, изначально его к чему-то готовили. 3. Когда он узнал, к чему его готовят, он отказался. 4. Его убили, потому что он отказался. Он не мог эту тайну вынести на свет, да, в свет Божий. Андрей Панин тоже не захоронен в своей могиле, они захоронены рядом, потому что они звенья одной цепи, скажем так. Посмотрите, если не хотите смотреть весь расклад, если не хотите покупать подписку на канал, да, вы можете просто обратиться ко мне в личку, я вам расскажу. То есть мне не жалко, как бы, друзья мои. Просто расскажу, почему они связаны. Андрей Панин и Владислав Галкин. Хорошо. Друзья мои, все-таки из какой сферы заказчик убийства и кто заказчик? Понятно, что убили 3 мужчин, но скажу так, они просто сделали свое дело. Кто заказчик убийства Владислава Галкина? Кто заказчик? Очень сложный такой расклад получается. Вы меня извините, что, может быть, я где-то вас запутываю, путаю, но вы мне напишите в комментариях, если что-то непонятно, я вам объясню. Кто заказчик убийства Владислава Галкина? Дьявол. Учитель. Это как недочеловек, рептилия. Человек, обладавший сверхъестественными способностями. Он сидит наверху. Сидит ворон наверху. Из какой сферы? Из сферы политики? Загадка какая, которую нужно разгадать, да? Не хотят карты говорить. Из сферы политики? Берите выше, чем политика. Глобалист, что ли? Ну, конечно. Ну, конечно, перерождение. Человек, который никогда не умирает, который все время перерождается, но это не человек. Заказ от глобалистов, да? Глобалисты его к чему-то готовили. И готовили, скорее всего, ну, я знаю к чему.
Готовили к власти, да, здесь на открытом канале не буду говорить, но его готовили к политике, к власти. И он что-то знал такое, что он должен был унести с собой в могилу. Либо сделать так, как они требуют того. Но так как он отказался, он унес это все с собой в могилу, то есть в воду, да, где его утопили. Карта чего-то большого, чего-то высокого, сверхъестественного, карта смерти, карта постоянного перерождения. Готовили его к какому-то секретному заданию, да? Тут либо спецслужбы, либо правительство. Но я знаю, что дело касается правительства, власти. Его такого маленького, несмышленого, еще ничего не смыслящего в этом, готовили к чему-то высокому. Но он отказался от этого. Кто заказал, тот не является человеком вообще. Дьявол, учитель, карта ворона. Человек, который превратился в ворона, человек, который обладает магическими способностями. Владислава Галкина сейчас нет в живых, сразу говорю, да, но он был в живых тогда, когда инсценировали его смерть изначально. Хорошо. Интересно. Давайте несколько вопросов еще, да. Снимал ли Владислав Галкин накануне своей смерти со счета 130 тысяч долларов? Если да, то кто их забрал? Снимал ли Владислав Галкин накануне своей смерти со счета 130 тысяч долларов? Зашоренное мышление. Завязать людям глаза. Сказать людям, что это из-за денег. Нет, похоже, что не снимал. Снимал ли? Нет. Предательство. Карта тайная, все тайное. Не все тайное всегда становится явным. Да нет, не снимал Владислав Галкин. Слушайте больше, карты говорят, да, слушайте больше всяких непонятных личностей, всяких непонятных людей. Не снимал Владислав Галкин со счета 130 тысяч долларов. За ним кто-то следил. Ну, понятное дело, что кто-то следил, кто-то держал его, да, в какой-то комнате, либо в каком-то доме. Но со счета денег он не снимал. Слушайте кого угодно, да, карты тут говорят, ну, слушайте больше, да. То для того, чтобы зашорить людям глаза, для того, чтобы люди не понимали, где черное, где белое, где правда, где неправда, черное и красное, да. Карта жрица, все, что скрыто. Я наблюдаю за тобой. Карта предательства. Нет, здесь не снимал человек деньги со счета. Это все сделано для того, чтобы люди поверили, что его обокрали, что его убили из-за денег. Еще одна причина, скажем так, да. Ну, людям постоянно врут, это нормально, да, уже в Российской Федерации, ну, не только в Российской Федерации. Хорошо. Правда ли, что в последнее время, незадолго до своей смерти, Владислав Галкин получал СМС с угрозами? Опять еще одна причина, да? Еще одна причина не говорить людям правду. Правда ли, что в последнее время, незадолго до своей смерти, Владислав Галкин получал угрозы в виде СМС-сообщений? Правда ли, что в последнее время, незадолго до своей смерти, Владислав Галкин получал угрозы в виде СМС-сообщений? Правда ли это? Нет, неправда, опять воздушные замки, опять слушайте, кого хотите, вот вы еще поверьте, вот кому, к черту еще поверьте, да, карты говорят. Вы кому верите вообще? Иллюзия, иллюзия. Туз мечей, самая большая карта в мечах, иллюзия, воздух, этого не было никаких СМС-угроз, потому что он в день своей смерти, грубо говоря, не умер, это инсценировка смерти, он погиб потом, еще раз повторюсь, да, как бы это ужасно не звучало, как бы это завуалировано, странно не звучало, но это иллюзия, он не получал никаких угроз, это все придумали для того, чтобы люди поверили, что его кто-то убил, что кто-то планировал его убийство не было запланировано, оно было не то чтобы случайным, не то чтобы в попыхах. А вот человек отказался от того, на что он согласился изначально, хотя он не знал, на что он соглашается. Его убили, все просто. Давайте быстренько пройдемся по отношениям Влада с женой Дарьей. Такие бытовые, скажем так, вопросы, да? Отношения Владислава Галкина с женой Дарьей Михайловой. Какими были? Любили ли они друг друга? Замешана ли как-то жена? У меня спрашивали. Нет, жена не замешана. Но жена знала. Знала, и поэтому молчит сейчас. Жена знала и молчит. Отношения Владислава Галкина с женой Дарьей Михайловой. Какими они были? Ты лучший. Ты лучший, но я отношусь к тебе как к ребенку. Хочу сбежать из дома. Сейчас расскажу, о чем речь. Обманывала его. Ты лучший, но я тебя обманываю. С кем-то.
показываю как деньги. Значит, с кем-то за деньги. Нет, с кем-то флиртовала, у нее был тайный какой-то поклонник, и когда Влада не было, она к нему, да, лечу к тебе. А дома я императрица, у которой есть дети. Смотрите, здесь был обман по поводу беременности. Дарья Михайлова забеременела от Влада Галкина и сделала аборт. Карта суицида, либо карта «хочу уйти из дома», либо карта избавления от чего-то. Я императрица, я забеременела, я сделала аборт, она делала аборт от него. И такое ощущение, что не раз она делала от него аборт, а он об этом не знал. Были ли у Владислава Галкина дети? Должны были быть, судя по всему. Ты лучший, но я тебя обманываю. Карта обмана от королевы мечей. Ты для меня Паш Пентакли, ты для меня такой мальчишка. Я к тебе серьезно вообще не отношусь, а в последнее время вообще не относилась к нему серьезно, да? Куролесил, что-то делал непонятное. Угу. Всадник мечей, с кем-то гуляла, да? Но забеременела от Влада. А отношение Влада к ней: ты моя императрица, я тебя люблю, но я хочу постоянно уйти из дома, потому что ты постоянно меня как-то тревожишь, пилишь, вот что-то такое. Отношения непростые были, не она его не любила, он ее вроде как и любил, относился к ней как к императрице, да, давайте посмотрим, любили ли они друг друга. Но потом в конечном итоге ему прям хотелось из дома сбежать. Такое ощущение, что его вообще дома не понимали. Любили ли друг друга Владислав Галкин и Дарья Михайлова, его жена, последняя? Любили ли друг друга? Любили ли друг друга Владислав и Дарья? Владислав, он ее любил, она его нет. Что-то скрывает от него. Жрица. Не показывает то, что скрыто, да? Я скрываю от себя. Есть у меня кто-то, кого я люблю, но кто меня не любит. У нее был любовник, вот здесь все наоборот, да, у нее был любовник, которому она очень прикипела, но он ее не очень. Изменяла ли она ему? Да, изменяла с тем человеком, который ее не очень любил. А вот Влад ее очень любил. Но она все хотела от него избавиться, как чемодан без ручки. Уйти жалко, и уйти очень хочется. Он ее любил, она его не любила. И не считала вообще за мужчину, не воспринимала, скажем так, за мужчину, да? Ну и были ли, есть ли у Владислава дети? Были ли, есть ли дети у Владислава Галкина? Тут показано нам то, что он все-таки мог иметь детей, да? Он был не бесплоден. Есть ли дети у Владислава Галкина? То, что могли быть, это 100%. Это последний вопрос, друзья мои, очень долгий получается расклад. Есть ли дети у Владислава Галкина? То, что могли быть, это точно. Но она от него скрывала то, что она была беременна несколько раз. Есть ли дети у Владислава Галкина? Есть. Но он об этом не знает и не знал. Дети-то есть. Один ребенок здесь по карте, непонятно, мальчик или девочка. Здесь такое бесполое такое, да, не хочу сказать существо, здесь бесполый такой человек. Просто карта солнышко, карта детская, карта очень хорошая, очень светлый ребенок. Мальчик, девочка. В заточении. Почему в заточении-то? Очень тяжелая какая-то судьба у светлого мальчика. У него есть ребенок. Мальчик, девочка, ребенок. Не говорят карты. Не хотят карты говорить. Девочка, девочка. А почему не хотят говорить? Потому что какая-то очень непростая судьба у девочки. У него есть девочка, дочка, которую он не знает и не знал. Какая-то такая карта вожделения, какой-то такой быстрый был интим, скажем так, да? Что он даже как-то выбросил из головы эту женщину, не заметил. А там появился какой-то отчим, какой-то император в доме. Тяжело этой девочке очень в доме. У него есть дочь. Она не знает, что она его дочь. Он никогда не знал, что у него есть дочь. Дочь в каком-то заточении, во власти какого-то императора. Император очень тяжелый, суровый мужчина. Как дьявол держит в заточении, да? То ли бьет, то ли применяет какое-то физическое насилие к ребенку. Карта вожделения, это было не по любви, это было так. Я имею в виду связь Влада с этой девушкой, да? И она забеременела. Он может иметь детей, мог, вернее, иметь детей. Но, к сожалению, вот так получилось, как получилось. Друзья, это был такой непростой расклад, на самом деле, да? Приходилось прям несколько раз карты вытягивать.
Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, напишите мне в личку, можете написать комментарий, может быть, мы сделаем второй расклад про Владислава Галкина, если у вас остались какие-то еще вопросы. Друзья мои, я вас очень люблю и до новых встреч!